Всем здравствуйте! Приглашаю вас со мной на прогулку по Лапландскому лесу. У нас уже весна, хотя еще снега очень много. Наверное, какие-то биологические часы в организме включаются, что ты уже ощущаешь весну. Буду подмечать какие-то интересные весенние детали. Все-таки природа пробуждается. И приглашаю вас прогуляться со мной. Вот мое первое наблюдение. Заметила, что на деревьях как будто бы волосы. Сейчас вам покажу поближе. Местные называют это борода лешего. На самом деле это редчайший лишайник бриория. Он растет только в идеально чистом воздухе, где нет ни грамма химии. Он даже немного похож на шерсть. И для оленей это главный зимний деликатес, прямо с веток. А вот тоже лишайник на дереве, но наполовину он гриб, а наполовину водоросль. И самое удивительное, что этот лишайник рекордсмен по выживанию. Он выдерживает морозы до минус 60 и полную засуху, просто впадая в спячку. Ого, какой снег, ничего себе. Ого, вот это да. Выбралась наконец. И посмотрите, на что я набрела. Огромный деревянный мост. Это специальный переход для лыжников. В Лапландии такие строят, чтобы одна лыжня не пересекалась с другой. А сверху какой обзор. Чувствуешь себя на уровне еловых верхушек. Кстати, конструкция очень мощная, из пропитанной сосны, которая не гниет десятилетиями. Еще заметила вот такие проталины возле каждого дерева. Почему они появляются? Потому что темная кора поглощает до 90% солнечного тепла и работает как печка. Получается, что ствол нагревается и буквально выдыхает тепло в снег. Поэтому возле дерева образуется такая черная воронка. А под большой елью, смотрите, такой вот природный зонтик. Здесь температура немного выше, и могут прятаться зимой птицы и звери, спасаясь от ветра. А вот муравейник, но это прям шедевр инженерии. Купол муравейника всегда наклонен к югу, чтобы ловить весенние лучи, как солнечная панель. Темная хвоя впитывает тепло, и внутри уже на несколько градусов теплее. А вот вечно зеленые листья брусники. Даже ягодка прошлогодняя сохранилась. Кстати, ягодка сохранилась из-за бензойной кислоты. Это природный антисептик. А на листьях такой восковой скафандр. Плотная кожа листа не дает клеткам лопнуть на морозе. Настоящий символ стойкости Лапландии. Вот интересно, куда девается дерево, когда оно умирает? Поначалу в коре могут жить всякие жучки. Потом дерево стоит годами на ветру, пока солнце не выбелит его до серебра. В таком состоянии оно может простоять несколько лет. А потом, когда придет время упасть, дерево не исчезнет, оно врастет в мох, станет мягким. Затем оно станет идеальным удобрением, возвращая почве накопленные минералы. Я в полном восторге от этой прогулки. Казалось бы, вроде лес, просто лес, а на самом деле целая вселенная, где каждый борется за свое место под солнцем. Чувствуется, как Лапландия делает свой первый глубокий вздох после зимы. Это было круто.